Друзья, добрый день! Сегодня предлагаю приготовить квари. Квари – это очень вкусные мигрельские вареники с сыром. Для этого блюда мне понадобится примерно 1 кг 200 г муки. Для начала в большую миску просеиваю только килограмм. Мука везде разная, влажность тоже, поэтому сколько понадобится еще, будем смотреть по тесту. Добавляю соль и перемешиваю венчиком. Затем добавляю 4 крупных яйца. Перемешиваю и начинаю понемногу добавлять ледяную воду. Заливаю всю оставшуюся воду и венчиком вымешиваю до тех пор, пока мука и вода полностью не объединятся. Затем выкладываю тесто на рабочую поверхность, чтобы удобнее было вымешивать. Хорошо присыпаю и стол, и тесто мукой. Муку я беру из тех 200 грамм, которые еще остались. Стараюсь сильно мукой тесто не забивать, но тесто должно быть на варенике, оно должно быть достаточно упругим, но при этом не таким плотным, как пельменное. Тесто хорошо вымешиваю примерно минут 10, а затем перекладываю в миску, присыпанную мукой. Накрываю тесто пленкой и оставляю минут на 10-20. За это время занимаюсь начинкой. Для этого рецепта мне нужен имеретинский сыр, но в Армении имеретинского сыра нет, поэтому я беру домашний молодой сыр, который по консистенции и по вкусу очень похож. Тру его на крупной терке, затем добавляю соль. Начинка должна быть немного солоноватой, а также добавляю несколько столовых ложек кипятка. Количество кипятка зависит от вашего сыра. У меня в этот раз ушло 4 столовые ложки. Перетираю сыр руками и начинка готова. Тесто делю на 8 частей и каждую часть подкатываю в шарик. Затем обязательно накрываю пленкой, чтобы тесто не подсохло, пока я с ним не работаю. Как вы видите, тесто еще липкое и не перегруженное мукой. Каждый шарик раскатываю в пласт толщиной от 1 до 1,5 мм. Я вырезаю круги диаметром 8 см, хотя аутентичные квари они должны быть большие, но есть их уже не очень удобно, поэтому вы делаете так, как вы больше хотите, от 8 см и выше. Остатки теста складываю и убираю под пленку. В конце опять буду их раскатывать и лепить вареники. На каждый кружочек теста выкладываю 1 чайную ложку с горкой начинки. Соединяю оба края и как следует защипываю. Квари в переводе с мигрельского это гребешки, поэтому с помощью пальцев леплю волну, которая похожа на гребешок. Готовые вареники выкладываю на подносы, припыленные мукой, и сразу убираю в морозильную камеру. Чтобы сварить квари, забрасываю их в соленую кипящую воду. Делаю воронку, чтобы они не прилипали ко дну. В большой кастрюле за один раз я варю не больше 20 вареников. Обязательно подкручиваю воронку во время варки. В общей сложности квари варятся 6-7 минут. Подавать я их люблю со сливочным маслом, которое обжариваю до орехового вкуса. Выкладываю вареники, сверху поливаю маслом и обязательно посыпаю свежемолотым черным перцем. На мой взгляд, они очень красивые и аппетитные, и, поверьте, очень вкусные. Когда вареники полностью заморозятся, перекладываю их в пакеты или в контейнеры. Храню я их не больше месяца. Спасибо вам за внимание, желаю вам хорошего дня и вкусной еды.